Сейчас, значит, мы с вами посмотрим на местные достопримечательности. Что здесь есть, чего здесь нет вообще, чем располагает город Сан-Паулу. И, собственно, вам это и осветим. Так, ребят, ну что, мы вышли, в общем, из автобуса. Атмосферка вот такая. Посмотрите на эту атмосферку, я вам хочу показать, чтобы вы видели все, что здесь творится. Посмотрите, как здесь райончик на этой площади. Так, сзади меня там никого нет. Вот муниципальный театр, ребята, очень красивое здание, мне очень нравится. Значит, там сделаю панорамный обзор. Посмотрите. Это значит флаг Сан-Паулу. Здание мэрии, ребят. Для тех, кто не знает, я сам сегодня только узнал. Так, ребят, ну что, покажу вам немножко атмосферку, как выглядит здесь. Чуть-чуть отошел от этого театра. Но публика, смотрю, люди, я только в карман полез в сумку, смотрю, некоторые чуваки уже прям смотрят, куда я лезу, зачем я лезу. То есть выглядят довольно-таки, знаете, ну, действительно, то есть не зря, наверное, здесь люди говорят, что следи за всеми своими причиндалами. Так, ребят, ну вот так вот выглядит, посмотрите, 6 в одну сторону, да, 6 полос, 6 в другую. Посмотрите, флаг Бразилии развивается. Здесь он, пацаны лобают на скейтах. Девчонки с кем-то там в Тиндере переписываются, да, активно. Прикольно, жизнь кипит. Иными словами, людей много. Кстати, сейчас я вот подумал, сейчас ребята сидят. Я не вижу, чтобы кто-то танцевал тик-ток. То есть в Азии все на тиктоке. Я уже целый день гуляю, уже второй день. Никто не танцует тик-ток. Здесь вообще тик-ток танцует, нет? Танцует, да? Как? 14 лет. Дети поют. Ага. В основном дети танцуют, но в Азии уже как бы поглотило уже и взрослых. Здесь в основном дети, но что-то пока и детей не видно танцующих. Тик-ток никакой. Не знаю, посмотрим, поживем, увидим. Так, ребят, смотрю, ТВ Культура снимает здесь репортаж, значит, это говорит о том, что относительно безопасное место, по идее. Вот оно, здание мэрии. Обратите на него внимание. А мы, собственно, да, по достопримечательностям, ребята, все здания модные. Все, что можно посмотреть, площадя. Что они делают? Не знаю. Африканки какие-то прикольные, что они делают, непонятно. Ребят, площадь Монсеньора де Андраги, чем он знаменит? Тем, что провозгласил независимость этой страны. То есть это центральное место города, площадь, но выглядит довольно неказисто, но много людей. И народ очень разношерстный, как вы успели, ребята, заметить. То есть публика очень сильно отличается друг от друга, да? Некоторые загорают прямо под открытым небом, какой-то грязишки, но мы, тем не менее, как бы больше по достопримечательностям, как вы помните. Вот, собственно, можете посмотреть его историю, перевести, кому интересно. Сразу вот от площади, ребята, обратите внимание на улицу. Улица такая, какого-то более-менее. Кому-то может напомнить европейскую тематику, а кому-то может напомнить тематику латиноамериканскую. Но так как я видел по YouTube, латиноамериканские улочки в центре города выглядят примерно вот так. Вот. А так издалека просматривается, как будто европейская улица. Тоже, ребята, какой-то интересный закоулочек. О, посмотрите, с граффити. Да? Такая красотуля именно. Мне понравился вот этот вот домик, тоже интересная архитектура. И я увидел там в окне, собственно, какие-то гитарки у нас. Инструменты, либо гитары, либо, я не знаю, там виолончели. Ну, скорее всего, гитары, да? Обратите внимание, ребята, улица ювелирных украшений. Yeah, thank you. Видите, говорит, золото, серебро, мой друг. Окей, nice shot. Видите, ребята, как орлы парят над Сан-Паулу. Это вам, ребятушки, не халам-балам. Видите? Настоящие орлики в небе. Зарабатывать на панели. Ага, вот девушка рабочая. Ну, тоже интересно. Вот видите, у японца на груди СССР написано. Чисто именно нормально. Да, снимай, я смотрю. Сейчас ему лайк поставим. СССР, я? Yes. Ребята, вот посмотрите, книжный магазин Сараево. Сараево это столица Сербии, по-моему, там или чего-то. Какой-то страны, да? Восточноевропейское. Здание суда как раз тоже, обратите внимание. Ребят, мы сейчас находимся, в общем, японско-китайский квартал. Я вам начну его потихоньку показывать. Почему еще он, собственно, японско- и китайский квартал, да? Вот смотрите, вывеска. То есть люди ходят, да, определенной расы, как вы видите. Ну и вот, собственно, тоже можете посмотреть внутри. Да, люди.
И вот, по-японски написано, так что даже кофешоп и тот японский. Ребята, Азия, на то она и Азия, что в Азии все немножко как бы по-своему. Даже Starbucks и тот красный. Вы когда-нибудь видели красный Starbucks? Я нет. А здесь он красный. И вот мне нравится здесь вот этот вот угол, да? Так выглядит довольно экзотично. Смотрите. В японско-китайском квартале. Посмотрите, как здесь. Тоже какое-то что-то здание. Ресторан. Ресторан Шифу называется. О, видите? Вот оно, японско-китайское движение во всей ее красе. Посмотрите, ребята. Видите, рестораны, кафе. Вот он. Маленький Китай с Японией. В центре Сан-Пауло. Ну, посмотрите, ребята, срез общества. Район называется Либерталь. В переводе с португальского означает свобода. Вот. На то, видите, и свободный, ребята, район, что люди выражают свои взгляды, одеваются красиво. Вот. Красивые татухи набивают. И как бы, много китайцев и японцев на одном районе. Вот он, этот район. Смотрите, какой он. Четенький. Видите, также здесь присутствует корейская еда. Японские и китайские супчики быстрого приготовления, ну все как они любят. То есть свое место супермаркеты. Видите, атрибут Китая, то есть вот эти воздушные шары, я не помню, как они называются. Ну да, ребята, вот посмотрите, вся китайская тематика, вот эти котики, да, которые на счастье. Посмотрим сразу, что здесь у нас в магазине сувенирщиков. Ну, тут серьезная тематика. Видите, все, что интересует по поводу Азии. Куколки, зонтички. Ну, классно, довольно экзотично. Давайте сделаем легкий обход. Тапочки, собственно, для гейши, да? Зеркала прикольные. Матрешка какого-то азиатского стиля. Я все хотел бы, но выглядит это как бы не очень привлекательно. Но я бы хотел бы себе покрасивее, можно было сделать ее. В каком-то красном цвете, поярче. Очень поэкзотичнее, так сказать. Вот, если вот матрешка была бы вот как-то вот такого плана, я себе хотел бы, я бы себе взял бы. То есть, чтобы максимально экзотика. Вот, ребята, тоже азиатские ребята гуляют на этом райончике. Азиатский памятник, видите, Либертаде, независимости. С японским каким-то, видите, японская независимость. Вот, ребята, обратите внимание, вывеска на магазине, да, сразу тайский, корейский, японский, все сразу азиатские языки. Ну и, собственно, потребители тоже. Китай, Тайвань, Япония. Ну еще и российский, да, русского нет. Вот тоже, ребята, какой-то памятник, я так понимаю, как-то связано, видно, тоже с Японией, наверное. Судя по всему, видите, вот этот знак, иероглиф видно какой-то. Вот Бородеско, банк хороший и, собственно, азиатская тематика. Тоже, ребята, девчонки какие-то ходят, японки, судя по фигуре. Ребят, вы само собой знаете, что я мечтаю давно попасть в Японию, туда, где я ни разу не был. И вот вам, ребята, как говорится, бойтесь своих желаний, да? Чем вам не Япония? Столько японцев здесь ходит на квадратный метр, ребята, прямо удивительно. То есть, такие здания, много азиатских людей, вообще прям класс. Прям смесь, такой контраст дикий, ребята, вот посмотрите. Япония и Бразилия, ребят, это невероятно. Для меня экзотика является что то, что другое. Я даже не знаю, что для меня больше экзотика. Но то, что это экзотика, это просто, ребята, это слабо сказано. Давайте сейчас немного прогуляюсь, просто вам поснимаю немножко людей, да, вы на них посмотрите. Насколько крутые люди здесь. И насколько они разные. Вот, ребята, тоже обратите внимание, да, и парк, вылитая, по-моему, Япония, да, такой вот. Азиатский парчик. Очень прикольный. Но вот эти фонарики четкие, такое ощущение, как будто бы идешь где-то в Японии. Но нет, ребята, не Япония, а Япония по центру Сан-Пауло. Посмотрите.
Посмотрите, насколько он экзотичен. Здесь что, ТикТок готовится, нет? Кого? Где-то суши едят. А, ну нормально, а что? И здесь, ребята, сделаю для вас такой обзор. Центр Сан-Пауло. Вам, ребята, сейчас покажу прикол. Вот сразу здесь под этой аркой знаменитый такой именно лобает азиатский Моргенштерн. Называется «Найдите 10 отличий между Моргенштерном с виду и вот этим парнем». Сразу понятно, кто от кого появился. Видите, написано «Скина». Наверное, это Китай, наверное, будет по-португальски. Могу ошибаться. Покажу вам один момент. Здесь, когда едет BMW или Mercedes, вот в Рио, я пока что как это, то есть это в Сан-Паулу, это заметно. Обычно у них машины как бы такие непонятные. То есть, когда BMW или Mercedes, это видно. Здесь, посмотрите, сразу как-то так получается, что Mercedes, Range, но почему-то концентрация этих импортных прикольных машин. Бумер 1, Бумер 2, тут же Range. Как бы ни казалось кому-то странно, но мне почему-то странным это не кажется. Мы это видим именно на китайско-японском районе. Я бы сказал, на китайском. И вот здесь даже Western Union на китайском языке. Видите, чтобы было понятно. Сразу видно, кто отправляет денежки. И кто, собственно, музычку заказывает, да, и вкусненько кушает. Значит, резюмирую по поводу этого района. Это экзотика в экзотике. Если вот можно так сказать, но я так скажу в любом случае, потому что я так считаю. Для меня кайф оказаться в центре Сан-Паулу, посмотреть на людей бедных и не очень. Вот. Тут еще получилось посмотреть на японцев, корейцев, китайцев. Опять же в центре Сан-Пауло. Вот. Что они на нормальных тачках, они здесь с семьями, с детьми, они здесь живут. Вот. То есть двойная экзотика. Получил, честно, такое эстетическое удовольствие. Контраст контрастов, экзотика экзотическая. В общем, вы поняли. Поэтому для тех, кто будет в Сан-Паулу и кто не знает, куда здесь отправиться в этих каменных джунглях, ребята, must have, highly recommended. То есть высоко рекомендую, пролетитесь обязательно в этот райончик, просто погуляйте. Вот если вы особенно не были в Азии и не знакомы с азиатской тематикой, не поленитесь, прогуляйтесь в этот райончик, походите по магазинам, посмотрите на людей, себя покажите. Ребята, обратите внимание, вот, посмотрите, костел Се. Интересно, чья постройка, португальская или чья? Бразильская, 1953 году. Бразильская постройка 1957 года. Очень хорошо выглядит так, классно. А здесь сразу напротив нее католическая церковь, но только уже немножко в другом стиле. Вот. Монастырь Святого Бенто. Как раз здесь пустенько, людей нет, можно нормально сделать обзор на здание. Ребят, прямо напротив вот этого собора, запомните это место. Запомните это место, очень популярная аптечка. Посмотрите на количество всяких разных добавок. И здесь помимо этих добавок еще есть и травы, то есть такая более как бы народная медицина. Видите, пахнет всякими этими травами. Считается популярное место, ребят. Вот, ребята, обратите внимание на уровень нищеты. Люди прям в палатках на самом деле спят, прям на тротуарах разбивают палатки и спят. Вот, это довольно жестко. Вот, посмотрите на площади, сколько этих палаток. О, ребята, ну здесь воняет жутко. То есть прямо ужасный запах. Наверное, буду прятать телефон, потому что публика плохо пахнет. Думаю, здесь снимать не очень хорошая идея. Ребята, просто обратите на самый центр Сан-Пауло. Я такой концентрации, как бы просто у такого уровня людей, ну, нигде не видел. Это, конечно, ужас ужасов, по-моему. Посмотрите, сколько палаток. Не знаю, что-то они здесь едят. Наверное, в церкви раздают, в храме, видно, раздают еду. Ага, белый фургон раздает еду. Люди в очередь, тут видно у них ужин, 5 вечера сейчас. Да, ребята, конечно, это ужасно, я вам скажу. Ребята, апостол Пауло, это в честь которого назван город Сан-Пауло. Обратите внимание, одноименный. То есть Сан-Пауло, вот он, апостол Пауло. Интересно. Сан-Пауло, ребята, переводится Святой Павел. Ну, Святой Пауло. Ребята, памятник Фабио Анчиета. Это тот человек, который приехал с Португалии крестить Бразилию. Ребята, обратите внимание, Банк Бразилии.
О. А вот это что за здание? Здесь когда-то было права человека. Здание по правам человека. О, какие права человека. О. В общем, вы поняли, да, ребят? Исторический центр Сан-Пауло. Вот такие вот здания красивые. Здесь идешь как будто в какой-то Европе или еще где-то. Ну, довольно интересно и красиво. Мне нравится. Ставлю лайк. Посмотрите, какая экзотика, да? Тоже посмотрите, какие балкончики прикольные, статуи. Прям как во Львове. Немножко Львов напоминает чем-то. Биржа Бразилии, ребята. Вот, ребята, посмотрите Банк Сан-Пауло, как выглядит. Монументально, да? Сооружение какое. Тоже какое-то здание интересное. Парень классно поет по-английски. Очень романтично. Святого Бента. Что это? Монастырь Святого Бента. Чуваки, да, выглядывают. Видите, ребята, райончик какой. Ребятки машут ручками. Мы, собственно, на какой-то новой площади. Центральная почта. Это что, здание разрушенное какое-то, не могу понять. Там и свет горит, и окон нет, или как? По-моему, оно выглядит как-то недостроенным, нет? Да нет, я думаю, мы на одно здание смотрим. Может, что, просто парковка какая-то там? Ребятки, такая площадь. Видишь, какая девушка, половина девушка, половина скелет. Да. Вот, ребята, здание почты Сан-Пауло. Центральное отделение почты. Центральное отделение города Сан-Пауло. Ребят, просто обратите внимание, как бы январь месяц 2022 года. Вот. Обратите внимание на количество людей. Мне часто многие там говорят, ну вот, там, понимаешь, там холодно, не холодно. Ребят, это все не важно. Я говорю просто про то, что люди либо есть на улице, либо их нет. Вот если у вас людей меньше, когда вот так вот вы выходите на улицу в январе, то у вас людей просто меньше. А если вы выходите на улицу и у вас вот так вот людей, не знаю, там 100, здесь 200, там 400, там еще 1000, то как бы люди есть. Вот я вижу, что здесь есть люди. Какие хочешь. Я вот часто говорю, посмотрите на количество людей, на возраста. 15 лет, 5 лет, 20 лет, 25. А не так, что только 30-летние или 40 или 50-летние, там только пенсия. Нет, ребят, вот. Здесь куча молодежи, там средний возраст, там смесь, там все. Понимаете, вот так. Ребят, почтовое отделение центральное. Посмотрим, как внутри. Уже высокие потолки, экзотика. Видите, статуи, колонны точнее. Видите, как процесс. Заходишь, берешь номерочек. Женщина сказала, снимать нельзя, но хотя бы вот такую штучку я вам засниму, ребята. Выглядит довольно необычненько. Тоже, видите, зеленые тона. Вот, ребята, обратите внимание, у одного молодца 6 детей. Вот здесь трое, еще 4, вон 5. 5 детей. И вообще вам скажу, ребята, что я заметил здесь в Бразилии, гуляя, собственно, второй день. Но я заметил это в первый день, но сегодня просто я в этом, так скажем, капитально убедился. Уникальности этого всего биоразнообразия здесь людей. То есть я думал, что люди в Азии выглядят, да, там розовые волосы, фиолетовые волосы, синие волосы, да, там, допустим, девушки там татухи как-то там, ну, татухи я знаю везде обычно бывают там, чтобы люди в разные цвета красили так массово волосы, я не знал, потому что, ну, в России я давно не был, в Украине, как там сейчас с этим происходит, но был 3 года назад, вроде там было с этим немножко поспокойнее, скажем так, да. Вот. Приехал здесь, смотрю, та же самая Азия, то есть люди максимально расслаблены, в голове вообще ни у кого нету вот этих каких-то ват, там, как одеться, во что покраситься, то есть полголовы в один цвет, полголовы в другой, забиты татухами, на разных прическах, на разной одежде, то есть разный цвет кожи, разрез глаз, смесь, помесь, одежда, ну, ребят, просто вот, знаете,
устье Амазонки. Вот я нахожусь, да, по ощущениям, но только устье современной Амазонки. То есть вот здесь вот где-то как будто пролегает где-то за этим зданием Амазонка. И вот эти вот люди вот так вот расплодились, наплодились, помешались. Лето, расслабились. И вот выглядит оно вот так. Уникальное явление, ребята, кайф. Сан-Паулу, скажу, очень, очень колоритно и экзотично выглядит, ребята, этот город и вообще, я так понимаю, эта страна. То есть надо дальше смотреть, изучать. Пока что просто ставлю лайк, мне очень нравится. И вы, кстати, да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик, потому что можете упускать, как вы сами понимаете, не только контент Филиппин, но еще контент, как оказалось нежданно-негаданно, еще и Бразилии, да, ребята? Где были мы, а где была Бразилия? А вот, кстати, розовые волосы поехали, то, о чем я говорил. А по поводу розовых волос еще и как бы спортивные люди, да? В радужных носочках. Так что, ребята, давайте, поднажмите там на лайчики, да, работаем на уничтожение, ребята. Давайте уничтожаем лайковую кнопочку.